Однако, здравствуйте. О, давно мы ютубер не смотрели. Значит, сейчас ваши любимые, вот эти вот ваши срачи, вот это вот, кто кого что сказал, кто кого послал. Шо? Опять? Давайте посмотрим наших друзей-ютубера, они про меня тоже забыли, но я их все равно посмотрю. Ссылочку на канал ютубера оставлю внизу в описании, тоже обязательно подписывайтесь. Давайте почитаем, что там. Я лайк поставил, подписка, колокол, все стоит. Давайте послушаем на срачи, мы же это так любим, вот эти конфликт. Давидыч сдал Литвина полиции, главный конфликт недели. Я просто ни хера не читаю, мне типа не особо интересно, и кто там с кем стрется, я спать не знаю иногда во сколько. Давайте послушаем 8 минут, как говорится, контента. Поехали. Эрик Давидыч сдал Литвина полиции, Гусейна Гасанова лишили прав, а Хесусу угрожают из-за фото Корана. Старый, ёпта, ты что там начудил? Привет, это ютубер с обзором самых горячих тем этой недели. Конфликты, суды и... Вовремя я на ютубер залетел. Вовремя, ребята. Так, поехали. Интернет-преследование. Все в этом выпуске. Смотрите ролик до конца, чтобы ничего не пропустить. Давай и по посмотрим. традиции не жалейте лайка. А мы начинаем. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о том, что в жизни Литвина началась черная полоса. Ролик блогера фигурирует в уголовном деле, а сам парень... Я, если честно, не слежу за Литвином, очень редко иногда мне попадается, но скажу от себя так. Хайпа наводить умеет, даже несмотря за то, что я за его контентом не смотрю очень часто, где в новостных лентах попадается. В принципе, на слуху пацан, а как делает, это уже как бы это его дела, так что респект. В принципе, сказал респект, молодец. Попал под пристальное внимание ГИБДД и Я, уже правда, не шарю, что там за уголовное дело, не понял ничего, ну ладно. успел лишиться прав. Теперь к проблемам Миши прибавился еще и конфликт с Давидычем, который приплел к их ссоре сотрудников МВД. Ты чё натворил, блядь, слышь? Шестерка, мусорская шестерка. Не то чтобы раньше отношения двух блогеров можно было назвать безоблачными. В мае, когда Литвин купил Блять, что там произошло? новый BMW, Эрик публично посмеялся над его выбором дисков. Не у всех есть автовкус. Миша, снимай колеса или бусы красные подарю на зеркало. Написал Чего, блядь? Это, знаешь, это типа... Ну, это такое себе, это кому что по кайфу. Типа, кому по кайфу, как-то, я не знаю, кто-то в красный цвет красит, кто-то еще как-то. Мне кажется, это знаешь, что равно, что над одеждой поржать. То есть, если ты идешь в красный, там, я не знаю, в желтый, в оранжевый, куртке какой-нибудь или ветровке, то есть, ну, не знаю, это дело вкуса. Хз. Давидыч в своих сторис и тут же получил агрессивную ответочку. Дружище, ебать, старичок, бусы себе красные, брат, оставь, они мне нахуй не нужны, тебе они больше пойдут. У меня были надежды, на самом деле, что ты нормальный типок, но, блядь, в тебе слишком дохуя лицемерия. Литвин тогда заявил, что человеческое отношение к Эрику у него Жестко, закончилось жестко. после истории с Порше, на котором парень протаранил витрину автосалона. Очень странный типок, ебать, когда ты ко мне вживую подъезжаешь и говоришь: ой, ебать, Мишанька, давай там автообзорчик снимем, ебать, ну-ка оцени там тачечку и так далее. А в инстаграме такой понос из тебя льется, что пиздец, блядь. Поэтому, старый, меня лучше нахуй забудь и не цепляй больше. Не трогать не получилось. Буквально на днях конфликт двух блогеров разгорелся с новой силой. Миша выложил в сторис ролик, где видно, как он из игрушечного пистолета стреляет по мигалкам машины ДПС. На нахуй тебе в мигалку. Ну, тут такое, как бы, хз, тут такое прям, блядь. Тут можно стрельнуть и того самого. Смерть. Да, это уже, мне кажется, маленько перебор. Давидыч, видимо, на правах старшего коллеги, решил преподать Литвину урок. Репостнул видео в своей сторис и, больше того, отметил на нем аккаунт МВД, чтобы полицейские приняли меры против хулигана. И тут, мягко говоря... Чего, блядь? Да ладно. Подождите, стоп, я что-то пробафлил момент. На нахуй тебе в мигалку. А Давидыч, видимо, на правах старшего коллеги, решил преподать Литвину урок. Репостнул видео в своей сторис и, больше того, отметил на нем аккаунт МВД, чтобы полицейские приняли меры против хулигана. И тут, мягко говоря, все удивились. Во-первых, потому что явного публичного противостояния между блогерами в последнее время не наблюдалось. А во-вторых, Эрик и сам не так давно вернулся из тюрьмы. Так Блять, это
Это, знаешь, из-за разряда все равно, что, наверное, я бы, ну, типа, знал, что кто-то, допустим, Хесус нарушил правила. Хесус просто так пальцем в небо ткнул. Допустим, на Твиче он где-то что-то ляпнул, и я бы побежал жаловаться Твичу. Что примерно вот из этого же разряда. Ну, окей. Может быть, реально просто пацаны для хайпа сделали. Может быть, просто пофаниться. Ну, тут под вопросом. Так что жалоба в полицию выглядела совсем уж странно. Литвин вот тоже не оценил выпад в свою сторону. Блогер заявил, что после такого Давидыча перестанут уважать и для верности лично озвучил по телефону все претензии. Ты что за хуйню выставил? Ты ничего не перепутал, алло, ебать. Эрик в ответ пообещал, что Мише придется отвечать за эти слова. За каждое твое слово ты будешь отвечать и по закону, и по суду. Я просто, блядь, заебу нахуй, блядь, за каждое твое слово. Но пока выходит, что правда на стороне Литвина. Его позицию поддержали не только фанаты, но и Блять, ну здесь не знаю, здесь типа... Не, ну Литвин, он, бля, не знаю, как зовут Литвина, к сожалению, поэтому по фамилии называю, без обид. Михаил, по-моему, Литвин. Тут как бы, ну такое... Ну, Миша, понятно, делает для хайпа. Это понятно. Мое мнение, стрельнул в мигалку, наверное, лишнее. Игрушечный, не игрушечный пистолет, ну, типа такое себе. Тем более, ну, просто стрельнул, там, пофанились, я не знаю, там, ну, не увидели и не увидели, ладно, а в сторис это выставлять. В следующий раз кто-нибудь с ружья долбанет, не дай бог. Поэтому, ну, тут такое, под вопросом, люди разные. Всучивать... Блять, ну не знаю. Может быть, у меня почему-то такое ощущение, что, может, вообще пацаны для хайпа это делают. Я имею в виду Давидыч и Миша. Может быть, действительно, они просто похайпить захотели. Что-то какой-то, блядь, бред. Я не думаю, что Давидыч, блядь, при всех его там каких-то непонятных вещах, которые он там иногда делает, стал бы всучивать что-то кого-то, не знаю. Тут подписчики самого Давидыча. В комментариях люди спрашивают, куда же делся хваленый принцип блогера? Лично приезжать и объяснять молодежи, где она не права. Не по понятиям. Почти никто не смог объяснить ту самую злосчастную отметку МВД. Даже сам Эрик, которому после наплыва хейта пришлось 12 минут кряду рассказывать о причинах своего поступка. Дело в том, что ты... Да, блять, мне кажется, что я говорю, это больше, ну, для хайпа сделанного. Это же форс всех соцсетей, это форс всего, форс канала, и в принципе в этом нет ничего такого. Люди любят срачи, и ну если это действительно так, то типа, ну, красавчики придумали схему и форсятся. Бля, ну, автообзорщиков на самом деле не настолько много, как тех же самых стримеров там или там обычных там каких-то блогеров, которые всякую херню там снимают или что-то годное. Поэтому, типа, в комьюнити автоблогеров, чтоб так срались, тем более крупные блогеры, не знаю, блядь. Ты показываешь это то, все такое. за что потом, ну, там, лишние, там, я не знаю, там, 10-100 человек просто, ну, присядут. Они подумают, что так можно. Да, с этим все понятно. Дурной Ну, здесь пример, по делу, Литвин да. перегибает палку. Тут Здесь по мало делу, кто я будет сказал. спорить. В финале своей речи Давидыч философски замечает, что жизнь сама накажет беспредельщика. Тогда зачем отметка МВД в сторис, Эрик? Этим вопросом задаются почти все комментаторы, а еще предлагают блогеру начать с себя и перестать лихачить на дорогах. А вы на чьей стороне в этой ситуации? Оставляйте мнение в комментариях. Я, правда, не знаю. Я вам свое мнение сказал. Я думаю, что все-таки, наверное, больше для хайпа это сделано, но не факт. Пусть, я думаю, сами разберутся люди взрослые. Сказать, что этот интернет-конфликт уже успел перекочевать в офлайн. Два блогера встретились лично, чтобы обсудить взаимные претензии. Ролик об этом Миша залил на Insider. В 18-минутном видео блогер показал эксклюзивные кадры со встречи. На них, впрочем, почти ничего нового. С ним очень сложно поговорить, короче. Я максимально пытался, в плане количества слов не уступать, но это нереально, брат. Из него просто миллион в секунду слов сыпется. Давидыч много рассуждает о морали, а Литвин гнет свою линию и обвиняет блогера в сотрудничестве с госструктурами. Последнее Эрик упорно отрицал. А вот то, что переборщил с отметкой МВД, все Что я децл Что-то я децл нить потерял, окей, ладно. таки признал. Правда, уже без Разберутся. камер. Выключил камеру, и он мне говорит: подожди, давай поговорим без камеры. И мы продолжили разговор, короче. И вот, и он мне говорит, что я реально борщанул. Типа, я сказал то, что, Эрик, ну я у себя в выпуске тоже расскажу, то, что ты признал свою ошибку, я считаю это охуенно. Так что, можно сказать, история закончилась хэппи-эндом. Отношения между блогерами это уже не спасет, но хотя бы конфликт завершился мирно. Да и Литвин из него все-таки сделал правильные выводы. Ситуация последняя стала... Я одного, блядь, не понимаю, для чего и зачем. Типа, ну, обмен аудитории, ладно, окей.
но вроде и так все Литвина знают, Давидыч все знают. Пиковой точкой, когда Ну, типа просто, чтобы все поговорили, поорали, повизжали. нужно притормозить. Блядь, таких уже пиковых точек хуева гора была, но вот сейчас, блядь, уже чуйка внутренняя подсказывает, что вот прям надо тормознуть, блядь, когда твои коллеги-блогеры, блядь, уже даже они, блядь, тебе помогают уйти нахуй в не столь отдаленные места. Насколько хватит этого настроя, неизвестно. Ну да. А еще непонятно, отреагирует ли полиция. Он правильно говорит, потому что если он не остановится, то можно заехать так. Следующим приколом захочется еще что-нибудь сделать, и это уже будет уголовно наказуемо. На историю с обстрелом Не согласен. служебной машины. Возможно, правосудие уже в пути. Ну да, Гусейна еще непонятно, Гасанова, кстати, в чем отличие от закончится. Литвина, правосудие уже настигло. Блогера лишили прав на 1,5 года и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское 30 000, свидетельствование. понимаю. В первых числах июня московские гаишники остановили роскошный ламборгини блогера для проверки документов. После личного общения с Гусейном инспекторы заподозрили, что парень пьян или находится под действием запрещенных веществ. Дуть в трубочку, как и сдавать любые другие тесты, Гасанов отказался. Со слов журналистов, блогер сослался на то, что слишком занят, и у него просто нет времени на подобную ерунду. Гениально. В итоге на Гусейна составили протокол за отказ выполнять требования инспектора и обязали явиться в суд на рассмотрение административного. Здесь я не знаю, я не слежу за его творчеством, примерно понимаю, кто это, но типа вообще плевать, под чем он, где он, кто он, это его жизнь. И... дела. Там он, кстати, Как по кайфу тоже пусть продолжил делает. отпираться, но тактика не сработала, и блогера наказали по всей строгости закона. Правда, если честно, вряд не ли следил вердикт вообще, судьи что его хоть как-то расстроил. Год назад блогера на 3 месяца лишали прав за езду с откидными номерами, и все, что Гасанов после этого сделал, решил ездить с личным водителем, до тех пор, пока не истечет срок наказания. Не зря Гусейна этой весной включили в элитный список злостных нарушителей ПДД со звездным статусом и миллионной аудитории в комплекте. Столичные инспекторы просто устали от постоянных выходок популярных блогеров и решили взять их на особый контроль, чаще останавливать для внеплановых проверок и не спускать с рук опасную езду. Так в копилке Насти Ивлеевой прибавилось штрафов, а Литвина и Элджея вовсе лишили прав. Ставь лайк, если тоже считаешь, что это правильный шаг. А вот Хесуса, Хера себе. кажется, ждет совсем другое правосудие. Это я, блядь, когда теперь меня... Блять, Хесус, по-моему, вообще самый, бля, я не знаю, безобидный чувак. Что он мог накорулесить? Подождите, ну-ка. А вот Хесуса, Все-таки мой коллега по цеху. кажется, ждет совсем другое правосудие. Это я, блядь, когда теперь меня мусульмане ищут. Интернет-воины объявили охоту на стримера из-за фотографии Корана. История давняя. В Что в этом такого? Подожди, ну, фотографии Корана и что? В Подождите, давай 2017 послушаем. году Хесус поделился на своей страничке ВКонтакте фотографией священной для мусульман книги и написал, Ну и что? что это первое издание, которое он купил лично, намекая, что до этого книгами не особо интересовался. На этом все могло бы и закончиться, если бы не оригинальное чувство юмора одного из подписчиков. Как вы знаете, в ВК любой пользователь может оставлять отметки на чужих фотографиях, если этого не запретить в настройках приватности. Очевидно, у Хесуса тогда никаких ограничений не стояло, ведь один из посетителей странички, со слов самого стримера, воспользовался лазейкой и сделал на книге отметку с подписью «Туалетная бумага». Естественно, такое поведение оскорбило некоторых... Подожди. Это же все элементарно, все можно посмотреть. То есть, ну, есть фотка, которую чувак выложил в соцсети. Там будет владелец аккаунта. Дальше, насколько я знаю, допустим, в ВК есть... Там, допустим, меня где-то отмечают на каких-то фотографиях, там подписчики, либо еще кто-то. Допустим, я могу подтвердить, да, что это я, либо отклонить... Блять, я не понимаю вообще, что за бред. Люди и ебанутые. некоторых мусульман. Вот только претензии полетели в автора фотографии. Хесус утверждает, что сразу удалил оскорбительную отметку с фото, но народный гнев было уже не остановить. Бля, я может, правда не понимаю, как это работает? Кто-то поставил отметку, но это же видно, кто поставил. Либо он, типа, подтвердил ее, не пойму. В ТикТоке появилось видео, под которым пользователи призывают расправиться со стримером, найти и заставить извиняться. Я не думаю, Потом что... что-то еще пишут. Вот Я не думаю, что Хесус бы делал такие вещи. Он мега мирный чувак. И если только где-нибудь или мискликнул, или еще что-то, ну, что-то бред какой-то вообще. спрашивают, сколько заплатишь? Видимо, за то, чтобы меня найти и что-то со мной сделать. Он отвечает, чего заплачу? Ему отвечают, денег сколько заплатишь?
Он отвечает, его уже ищет 1 человек. Правда, судя по трансляции самого Хесуса, найти его до сих пор никто так и не смог. И это несмотря на то, что в сети есть информация о его квартире в Москва-Сити. Пока в адрес стримера приходят только угрозы, а сам он не выглядит таким уж напуганным. Как думаете, ситуация еще будет развиваться? Или все закончится на паре десятков? Подождите, ну записал бы видос, объяснил бы, либо на стриме бы я просто объяснил. Я не думаю, что он этого не делал. Чтоб Хесус оскорблял там религию или еще кого-то. С трудом в это верится. Не то, что я его там дефаю или еще что-то. Просто, ну, я знаю, кто это, и в реале знаю. Я не думаю, что он даже в 2017 году он стал бы это делать. Это мега миролюбивый чувак и мега спокойный, поэтому я думаю, просто ошибка какая-то. Но это бред, это... Я тоже не верю, что он мог что-то сделать. Поэтому я думаю, что разберутся и разберутся спокойно, потому что что-то какая-то ерунда вообще. Гневных сообщений. А у нас это все новости. Ставь лайк, чтобы поддержать это. Слушай, прикольный выпуск ютубера. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании. Так что, привет, ребята, наверное, уже забыли. Блин, надо почаще на ютубер залетать, на самом деле, хоть в курсе новостей быть. Что вообще, где, как.